И всем привет, друзья, с вами снова я, Геймер. И что ж, у нас сегодня с вами Commander Keen. Игра на MS-DOS, впервые на моем канале. Да, такая вот игра. И называется она «Оставленный на Марсе». То есть нападение вартиконов. Ну что ж. Посмотрим. Головоломка, 6 часов утра время, как раз самое то подумать и начать шевелить мозгами. Впервые ее вижу, так что давайте начнем с предыстории, что тут было. Типа она в скриншотах так все показывается, да? Так, там спойлеры были. Благо читать я дальше не стал. Билли Блейз, 8-летний гений, усердно работающий в своем клуб-доме на заднем дворе, создал неизвестный звездолет из старых банок, из-под супа, резинового клея и пластиковых бутылок. Пока его родители были в городе, а няня заснула, Билли отправляется в свою мастерскую на заднем дворе, надевает футбольный шлем своего брата и превращается в Commander Keen, защитник Земли. На своем корабле, мегаракете Боб с Беконом, Кин вершит галактическую справедливость железной рукой. В этом эпизоде инопланетяне с планеты Вартикон 6 узнают о 8-летнем гении и планируют его ликвидировать, пока Кин исследует марсианские горы. Вартиконы крадут жизненно важные части его корабля и доставляют их в далекие марсианские города. Сможет ли Кин восстановить все части своего корабля и отразить вторжение вартиконов? Успеет ли он вернуться до того, как его родители появятся дома? Мегаракета из бобов с беконом была построена из объектов, что вокруг дома, которые вы превратили в части звездолета. Вартиконы унесли эти части в далекие уголки Марса и охраняют их. Вы должны найти членов этого аванпоста вартиконов и вырвать части из их злых цепких лап. Блин, прикольная вообще задумка, типа части корабля принадлежат членам нашей семьи, да? Информация о Марсе. Незаметно для НАСА, когда посадочный модуль «Викинг» приземлился на поверхности Марса, это вызвало политический переворот. Викинг на самом деле приземлился на деспотичного марсианского короля. Йорпы, крайне дружелюбные одноглазые бородавочники, были освобождены от порабощения, а гарги, злобные агрессивные марсиане, были злы. Марсиане создали роботов для чернухи и охранных обязанностей. Помните о танкоподобных роботах-охранниках? Они очень хороши в своем деле. Марсиане десятилетиями посещали Землю на НЛО. Почему? Они прибывают на Землю по одной причине. Им нужны наши игрушки. Хуавупы и скейтборды для них святыня. Кто знает, может вам пригодятся некоторые игрушки. Повсюду присутствуют указатели. Вы еще не смогли их расшифровать. Ваша задача перед вами. Отправляйся, командир. И не пропустите 2 и 3 эпизоды трилогии «Вторжение вартиконов». Так, тут спойлеры. Командир Кин говорит: вы не поверите, что происходит в 3-м эпизоде. Короче, кто не знает историю, этой игры, она предоставлялась типа, по крайней мере, один обзорщик так сказал. Она предоставлялась, этот первый эпизод, бесплатно. Все остальные типа за доп. Оплату, да. Короче, прикольно, начнем. Впервые у меня игры от MS-DOS. И тут, кстати, можно сменить управление, потому что управлять, знаете ли, на стрелочке такой себе, не могу я. У меня не было никакого MS-DOS, и именно поэтому, капец долгое начало у этой игры. Ладно, на F3 нажимаем и меняем управление. Все, отлично. Теперь у меня правой рукой, естественно, там стрелять и так далее. Нам нужно найти, кстати, 4 части корабля. Вот они, ship parts. Для хорошей концовки. Для истинной концовки вы у меня такую заказали. Поехали. Вообще игра выглядит прикольно. Мне нравится. Но уж... Я не думаю, что она будет сложная. Да, самое то, в 6 часов утра играть в такую игру. Капец. Как я еще русский-то не забыл. Надеюсь, ничего не лагает. Я же, тестил. Впервые я MS-DOS записываю. Alright. Let's go. Зря я там пошел, да? Вообще, игра немного странная в плане того, что левел дизайн, извините, говно. Я чуть-чуть потестил.
Для кого-то эта игра культовая. Я про нее вообще впервые слышу, потому что у меня, скорее всего, MS-DOS-то и не было. У меня были только приставки, именно поэтому я не могу играть, точнее, всегда с помощью скрипта, благо тут можно переставить управление, в играх, в которых нельзя менять управление, да, во всяких инди-играх. Вот как в Sonic XZ последнем, кстати, посмотрите. Плейлист есть. Вот так это же Марио. Ладно. Но игра вышла позже, кстати, Марио первого. И второго, и третьего на NES. Так что да. Третий Марио был в 88-м году выпущен. Эта игра вроде 90-м, да? Если не путаю. Короче, левел дизайн тут такой себе, потому что... Я даже не говорю о том, что задний фон. Ну, извините меня, просто серый. Well done. Просто серый фон без ничего. И это странно. И смотрите сюда. Я вам сейчас привожу скриншот. Сейчас поднимусь повыше, увидите. Ну вот прям один в один же. Ну один в один же блок из Марио. Это очень странно. Из Super Mario Bros. 3. Она вышла раньше. Вы слышите это в своем разуме? Жаль, что ты не умеешь читать базовый галактический алфавит, человек. Окей. И слово о странном левел дизайне в этой игре. Я думал, что тут секретка, а оказывается тут, судя по тому, что я посмотрел, первая часть корабля лежит прямо на видном месте. Так что я думал, тут типа стены будут всякие прозрачные и так далее, да? Но пока что просто. В игре дают за 20 тысяч, видите, экстра кин, то есть экстра лайф кино за 20 тысяч, а у нас уже 3600. Счет. Но я буду стараться собирать все подряд, но я уверен, что эту игру спидранят, черт возьми. Просто не теряя жизни, короче, не собирая все это, просто бегут вперед. Я уверен, минут 15 точно ее проходит. А так, полное прохождение со сбором всего минут 45, наверное, для тех, кто играл. Я, естественно, наверное, на серии 3 растяну по 20 минут. Посмотрим. Забираем Погу. Мы можем теперь его активировать. Прыгать высоко. Уровень пройден. Окей. Так, что, в технодром? Очень похож на технодром из черепах. Или сюда? Давайте сюда. Ой, ребят, сейчас кайфет совете, смотрите. Не так. Надо чуть-чуть привыкнуть мне к управлению. Кайф. Это. К сову. О странном левел дизайне. Чтобы вы понимали, это же... Черт возьми, я понял, если бы это был Spectrum компьютер такой, да. Вот. Там были очень ограниченные цвета. Тут-то почему так все? Ну окей, мультяшный стиль. А задний фон нельзя было хотя бы менять? Ладно, допустим, это корабль. Так, почему, черт возьми, задний фон просто серый? Ну хотя бы балки какие-то нарисовали. Вы чтобы вы понимали, через несколько лет, что там, поменяли технологию, что ли? Вышла та же Дюна. The Building of a Dynasty. Вот. Там все отлично с цветами, там все отлично с мелкими спрайтами прорисованы, тоже на MS-DOS. О, кстати, ключ-карту получил. А она от чего? Так, тут пройти нельзя, там, наверное, можно будет. Буду собирать все подряд, поскольку игра для меня вообще, оказывается, для многих она культовая, а я ее впервые вижу. Хотя с играми с DOS я знаком, хоть и DOS самого у меня не было. Уже позже познакомился, когда появились симуляторы. С Dune 2, Building for Dynasty. Также прикольная игра была. Это Doom, да? И Wolfenstein 3D. А тут пожалели фанов. И это странно, черт возьми. Не, я не могу с этой мордой. Я вставил его на превьюшку, но это очень смешно. Челик вообще может восстановиться? Напишите мне в комментариях, кто играл. Но пока что не сложно. По части головоломок. То есть зеленая ключ-карта. Тут что? Я немножко побегал. Да, красная ключ-карта. Отлично. Вот, кстати, слово о странном левел дизайне. А я уж разбираюсь в этом. Извините меня. Я делал хак огромный на Принц Персия. Принцев Персия. Что там, 17 уровень или 16? Уже не помню, это было год-два назад. К слову о странном левел дизайне. Чуваки эти нас не дамажат. И некоторые враги тоже. Дамажат только крупные враги. У нас просто не дамажат. У нас нет хелспоинтов. Мы умираем с первого раза, если что. От врагов. То есть их нет. Все. Кстати, Пога, да, получили. И рейганов. Это отсылка на Call of Duty Zombies? Нет.
Точнее, Call of Duty Zombies — это отсылка на, видимо, Commander Keen. Рейган, Charge, 9 штук. Можно умирать, кстати, и заходить снова в этот уровень, иначе он закроется. Интересно, если не собрать часть корабля, то... Вау, какой красивый полигональный камень. Ну, полигональный использовать к этому, знаете ли, некорректно, но все же. О, чудик. Он нас может убить. Те чуваки, я не договорил, стоят внизу. Как бы я бы сделал, раз они убить не могут и нет пропастей рядом. Кстати, на следующем уровне будет пропасть рядом, то есть будет все правильно. Таких чуваков, с точки зрения левел дизайна, нужно ставить ближе, как он сложился. Нет уж, извините, я рисковать не хочу. Что-то мне страшно. Часть корабля. То есть она просто спрятана вот перед выходом. Это очень странно. Я уж думал, тут придется искать прям жесть как. Сквозь стены проходить. Я бы сделал так. Враги, которые нас не убивают, но сталкивают. Ставить, черт возьми, возле пропастей. 20 тысяч уже собрали. Вот как в этом уровне. Правда, у меня теперь есть пога, и я могу просто перепрыгнуть все это дерьмо. Но все же. Вот это правильный левел дизайн. Че разработчики курили, а хрен его знает. Уф, это было опасно. Я могу до Тедди Бэра достать? Не могу. Хрен с ним, еще рисковать. Сколько он там? 5000 дает, 10 тысяч. Я не могу пролистать, посмотреть. Нет, это надо справку открывать. Справку. Окей, первая смерть. 4 жизни осталось. Ну, надо привыкнуть к управлению. Хоть я и адекватное поставил. Потому что я все-таки ретро-игрок. И я привык. Нахер, я туда больше не ногой. Я это запомню. Я все-таки ретро-игрок, понимаете? Да? Хотя и DOS это тоже ретро. Ну, все же. Я более ретро. Вот. NES, Sega Mega Drive. У меня были в детстве. Черт, надо было чуть-чуть все-таки побольше потренить. Все, больше не... Вот тут правильный его дизайн. Он меня чуть не столкнул. И там, короче, на всех этих... Черт, это ж блок из Чип и Дейл. Только желтый. Ладно. У меня много вопросов к разработчикам. Ну, помните блок такой из Чип и Дейла, где ты мог его, типа, кидать, и он сразу падал. Тяжелый. Железный. На первом уровне был еще. И на остальных тоже. Нахер эти очки. Я 2 жизни уже потерял. Ничего. В следующей серии получше буду играть. Тут вроде бы, кстати, теряешь все жизни и все. Конец. Но поскольку ее спидранят, я не думаю, что она настолько сложная. А там, короче, управление, естественно, адекватное. В инди-играх, где управление не левой рукой, а действие правой, я меняю их наоборот. Ну, потому что это очень странно. О, эти чуваки, кстати, тоже не убивают. Видели? Черт, я потратил... Чарч. Зря. Нуб играет в такую культовую игру для многих, прикиньте. Где-нибудь вы еще такое на ютубе увидите? Нет, так что подписывайтесь. Так что спасибо человечку, который заказал у меня эту игру. Я постараюсь пройти. А вы же знаете мои правила. А если не знаете, смотрите на закреп видео на канале. Если я умираю, то я иду нахер. Логично. В принципе, да. Пепси. Модно, молодежно. Ребят. Ну, в те времена. Так, меня интересует та секретка. Это куда она ведет нас? Черт, ну падайте ради нее вниз. Я же опять допущу ошибку. Не. Спасибо, не надо. Что-то страшно. Вдруг там враг снизу. Враг. Так, там нет. У меня что? У меня желтая кейкарт. Что тут? Жаль, нельзя вниз посмотреть. Ну окей, что я хочу от этой игры? Я вот не знаю, может студия была бедная. Это знаете, как с Берсерком и Папичем. Нереалистично. А по факту-то игру делали как-то аниме, типа чуваки, у которых немного денег было. Может быть в этом дело? Ну, неужто нельзя было балки хотя бы на фон добавить? Просто серый фон, серьезно. Я такого давно не видел. Это MS-DOS, ребят. На ней выходили через пару лет такие игры. Может, я что-то не знаю? Может, в MS-DOS было какое-то ограничение до 91-го года? Там же были более такие игры. Поправьте меня, если я не прав, черт возьми. А Рейган через стену не стреляет, да? Но я не буду. Но это как волк в цирке не выступает, знаете.
Блин, жаль, у них нет нормального интеллекта. Короче, они ведут себя как Купа в Марио. Вот, Купа это такие эти двухспрайтовые чуваки. Самые стандартные враги. Йоу. Не понял. А я могу? А я могу? Ого. Нет, не могу. Фух, я что-то забыл, что там платформа. Не-не, я сломаю эту игру, погодите. Кстати, на F8 можно ломать эту игру. Не думаю, что разработчики это так задумали, ну да ладно. Можно ломать эту игру. Возможно, это в DOS что-то вшито, но на F8, если нажать, то можно сквозь стены проходить. Ну как, в некоторых местах игра типа баганет. Тут ты сдохнешь, но жизни у тебя останутся. Я без понятия. Как проходить ту секретку? Мне кто-нибудь скажет, расскажет, нет? Ладно, хрен с ним. Не могу и не очень-то хотелось, да? Красная ключ-карта есть? Есть. Зачем нам две ключ-карты и почему та карта заменилась? И вернут ли мне ту? Нахер тут столько ячеек? Раз один предмет может вместиться. Или в будущем типа будет распределение предметов. Разное. Не-не, я туда прыгать не буду. Я еще всю механику не знаю, может... А вернуться-то нельзя будет, да? Короче, тут проблема. Я не понимаю вот разработчиков, почему. Вот я прям смотрю не с ностальгической точки зрения, ребят. У меня этой игры в детстве не было. Про нее вот-вот узнал. Хотя некоторые другие игры из MS-DOS я знаю. А я не буду тратить заряд. Я просто перепрыгну. Ой, а он прыгать умеет. Вас понял. Шваль. Фух. Ну потратил зато я секретку. Ой. Это уровень закончу. 2 части корабля уже за одну серию. Черт. Странно. Очень странно. Окей. У меня 4 жизни. А, я уже 2 жизни получил. Потому что каждые 20 тысяч, типа... А если я умру, обнулится, да, оно? Нет? Так, чё тут? Ого. Я вас понял. Дружище. А я мог по-другому пройти. Нет, не скидывается, отлично. Блин, 3 жизни. А мне сюда обязательно, да? Что там? А я мог запрыгнуть просто? Погодите. Я тут могу где-нибудь запрыгнуть? Тут ничего нет. Никакой секретки. Странно. Страшно. I not my die. А, я тупой. Я только сверху сейчас заметил, что там стены. Так я могу просто перепрыгнуть там. Извините. Больше так тупить не буду. У меня осталось 2 жизни. А континью тут нет. Жестокая игра, знаете ли, для кит. Ну, извините, извините. Для взрослых порядочных мужчин. Ну, смотрите, на огонь они потратятся... Как бы не пожадничали. Можно перепрыгнуть так просто. А нахер я то место проходил? Понятно. Ну а лучше они не поленились сделать такой свет, типа. В чем их проблема? Может, кто расскажет? Может, болезнь какая-то. Так, поехали. Следующий уровень. Так, вот это дерьмо мне не нравится. Прям как в Марио, типа там. Проскользните, да? Ага. Ну, хоть указали шариками. Ну, вот это правильный левел-дизайн. Все сделали хорошо. Просто странно, странно. Все здесь странно. Чё это за херня?
Круто. Прикольно. Классно. Классная секретка, классная. Я больше так делать не буду. Это вообще норма, нет? Это ужасный левел дизайн. Я этой игре поставлю херовую оценку. Хоть она и культовая для многих, но уж извините. Это очень... Вот почему он сейчас не выпрыгивает? Это очень странный левел дизайн. Там по-любому что-то есть, да? Внутри. Но я не буду больше... Вдруг их там 2. Не буду рисковать, все. Страшно, очень страшно. Кит. Сколько у меня зарядов? 6. Плохо. Вот тут дизайн правильный. Он меня мог сейчас столкнуть. Нахер тут это стоит? Чтоб я типа упал? Совсем идиот, что ли? Черт, но меня эти стыбзенные блоки с Марио пугают. Может быть, я просто что-то путаю. Я посмотрю, я прикреплю скриншот. Я вижу ориентир. Ой-ой-ой, страшно мне страшно. Яры. Черт, опасно. Мне вот интересно, не респаунится, как на NES играх? Ну тут должно хватать мощности DOS, чтобы запоминать это. Черт, впервые DOS на канале, капец. О, Рейган. Ну что-то страшно даже представить, что мне от игры вообще ожидать. Это что за херня? В смысле? Они с интеллектом теперь? Надеюсь, они не умеют прыгать. Нам не обязательно, да, тут проходить? А он прошибает сквозь врагов. А так можно? Охереть, папаша. Интересно. Сейчас еще чудик какой-нибудь появится. Это было опасно. Но все-таки можно ходить по этой траве. По этой траве. Так, я не понял. Я понял. Сразу понял. Ну чё тут? Нет никакой части корабля. Но я там ничего не вижу. Чё, проходим, получается. У меня последняя жизнь. Или там еще вторая будет. И у нас телепорт. И на этом мы с вами заканчиваем. А с вами был Let's Play Gamer. Пишите какие-нибудь, может, подсказки, хрен его знает. Всем пока.